Если вы первый раз на этом канале, добро пожаловать, меня зовут Таня, сегодня я буду пробовать первый раз связать свитер. Я обладаю минимальным опытом вязания, я один раз пробовала связать кардиган крючком, один раз я пробовала связать жилетку, не помню уже даже чем, или крючком, или спицами, и теперь я буду пробовать вязать свитер, что очень опасно, потому что жилетка у меня получилась вообще не очень, ну, кардиган тоже не очень, он получился больше, жилетка получилась меньше, так что, надеюсь, сегодня мы выйдем на золотую середину, где я свяжу, точнее, нормальное по своему размеру. Я долго не могла выбрать, какой дизайн свитера я хочу, я знала, что хочу связать свитер, но не знала, какой. Но потом Марция выложила свой вот этот вот свитер, я думаю, точно все, это то, что я хочу сделать. Она выложила часть из них на продажу и выложила также шаблон, точнее, схему, по которой можно это самому связать. Но схема была не бесплатная, поэтому я еще долго, пару месяцев я на нее чисто смотрела, думаю, блин, оно, в принципе, недорогое, $8 всего стоит, но я думаю, если я это куплю, это уже какая-то ответственность за эту схему, что я уже потратила какие-то деньги, значит, мне точно придется это вязать, а схема это не супер для начинающих, потому что там есть вот эта часть, где нужно соединять в одной полоске, в одном ряду несколько цветов, что я абсолютно не умею делать. Но потом одним вечером я думаю, ладно, фиг с ним, покупаю. Купила и заказала сразу же пряжу. Вот такую вот пряжу я заказала. Очень сложно было найти нужную тебе пряжу. Слишком много критериев нужно. Мне нужно было, чтобы были вот такие вот точно цвета, желательно у одного производителя, чтобы они не отличались. Нужно было, чтобы была толщина, нужная мне, и также нужный состав. У Марции он на 100% состоит из шерстяной нитки. Не знаю, я пыталась перевести, это называется wool, но я не знаю, как правильно по-русски это сказать. Шерсть, шерстяная нитка. У меня здесь состав 50% этого вула и 50% акрила. В прошлый раз, когда я для кардигана брала чисто акриловую пряжу, мне не очень понравилось, как она сидит на теле, потому что, во-первых, она очень тяжелая, во-вторых, она такая, как это не супер-мега приятная. Так что, надеюсь, вот эта смесь будет лучше. Я хоть на тесте не могла найти вот этот оттенок, такой типа персиковый слегка, поэтому я выбрала вот что-то ближайшее к этому. Я также думаю, что мне не хватит этих ниток этой пряжи, придется дозаказывать, но там была акция, поэтому я накупила всего по 2, надеюсь, не, это точно не хватит. Ну ладно, придется потом докупать. Кроме этого, у меня вот такие вот спицы на 10 миллиметров, я уже вязала. Точно, вот, жилетку я ими вязала, вот этими спицами. Вроде бы было удобно, вроде бы было нормально, я уже не помню, если честно. Также, собственно говоря, у меня вот эта схема есть. Я, кстати, когда перед тем, как я думала начать снимать это видео, я подумала, блин, Марция же продает эту схему. Соответственно, если я сниму полностью схему по тому, как я это делаю, будет странно, потому что тогда люди могут не покупать схему у нее, а просто учиться по моему бесплатному видео. Поэтому я написала ей на бизнес-имейл, говорю, хочу снять видео, можно ли мне вот по этой схеме связать свитер. И, блин, она мне ответила, она сказала, что типа, да, конечно, снимай, типа, класс, хочу посмотреть, какой будет результат, и также сказала, что вот эта вот часть, где соединяются разные цвета, может быть немножечко сложноватой, но удачи. Очень мило, очень приятно. Я, конечно, не знаю, чего я так удивляюсь, потому что это был бизнес-имейл, и это был довольно-таки бизнес-вопрос, поэтому, очевидно, она бы на это ответила, но, тем не менее, приятно было поиметь такой небольшой хотя бы разговор с ней, потому что она для меня, если вы вдруг не знали, просто эталон всего на свете и стиля, и того, как снимать видео, я ее обожаю просто очень-очень сильно. Ну, в общем, хватит фангерлить. Свитер. Я все равно не буду показывать, типа, очень много этой схемы. Если вы хотите, то вы можете купить у нее на сайте. Написано, что у нас это займет примерно 20 плюс часов. Также здесь все расписано по разным размерам. Я думаю вязать себе S или M. Наверное, M, потому что я хочу, чтобы это было чуть-чуть более большое. Или S. В Англии на меня S как будто бы больше, чем S, который я меряю в Украине. В Украине на меня S всегда было вот так вот, меня стягивало. Здесь я меряю S, и оно на меня даже иногда большое, я не знаю. Посмотрим. Я не умею читать схемы, мне придется поучиться вот с этим еще тоже. Блин, слишком много всего надо будет учиться в этот раз. Тогда все, получается, давайте начинать. Так, ну, судя по этой таблице, я extra small, поэтому буду делать small. Сейчас начнем. Ну, не супер приятные, не прям экстра мягкие и супер клевые, но в принципе вроде бы нормальные. Так, для начала нам нужно набросать на спицу 38. Как это делать? Я уже забыла. Блин, это единственное, в чем я была уверена, в том, как набросать на спицу эти нитки. О боже, какой кошмар. Мне придется гуглить. Готово. Дальше.
Да боже мой! Как все соскальзывает, жуть. Вау, у меня получаются эти косички. Капец, я всегда говорила, что я больше люблю толстые нитки, потому что мне ими легче вязать, потому что быстрее процесс как-то двигается и все такое. Но я сейчас вяжу еще кое-что тонкими, очень тонкими нитками. И теперь, когда я снова вернулась к толстым, это я, возможно, меняю свое решение, свой вердикт. Все-таки, когда ты вяжешь тонкими, во-первых, они не так жестко соскальзывают с спицы, и во-вторых, не настолько часто тебе нужно это все поправлять. А поправлять — это моя самая нелюбимая часть, потому что она отвлекает меня от самого процесса вязания. Начало положено. Продолжим уже сблизи. Добро пожаловать в день номер 2. Сегодня планирую закончить последние 4 ряда вот это вот нижнего ободка. А дальше посмотрим. Дальше потом там начнется самое интересное, то, чего я не знаю, как делать. Ох, скучала я по этому звуку спицы об спицу. Блин, я что-то навязала. О боже, а как я умудрилась это сделать? О, черт, а как это распустить? Блин, у меня на липучку пряжа прицепилась. Нет. Да блин. Ничего не было. Вот это нижняя. То, что мы набрасывали, это же не считается заряд, правильно? И вот это, что у меня сейчас на спице, тоже не считается, да? Угу. Дальше мы вплетаем просто синий на еще несколько первых рядов. Новую технику мы еще не изучаем. А это я уж просто обрезаю, правильно? Ага, так, у нас все-таки входит какая-то техника, которую я не знаю, которая называется stocking stitch. Сейчас я вам скажу, как это по-русски. Чулочное переплетение есть перевод. Чулочный стежок. Ну, что-то такое, короче. Так, теперь давайте-ка посмотрим на YouTube туториал, как его делать. Все понятно. Значит, вот этот первый ряд мы просто вяжем как обычно, так сказать. Блин, у меня все еще вопрос. Вот это то, что сейчас у меня на спице. Это считается уже за первый ряд или не считается? Надо это погуглить. Угу. Значит, WikiHow говорит мне, что это не считается первым рядом. Так, теперь мы поворачиваемся и как красивенько. И следующий мы делаем все только с изнаночной петлей, если я не ошибаюсь. Сейчас я досмотрю видео. Добро пожаловать в нашу любимую рубрику, где я распускаю. Чего у меня теперь тут две? Фу, боже мой. Вот шо-шо, а в крючке распускать, конечно, легче. Потом не надо ничего 3 часа еще назад надевать на спицу эту. Так, что-то мне подсказывает, что вот такой вот передней штуковины быть не должно. Боже мой. Только не опять перевязывать. Знаете что? У меня теперь эта красивая часть, это спина, а вот эта некрасивая часть, где я соединила, это у меня вяжется как нужный перед. Боже мой, да что ты будешь делать? И как мне надо было... То есть я все правильно вязала изначально? То есть тут у меня, получается, по счету должно было быть 9? Или надо было вообще еще один раз пустить? 1, 2, 3, 4. Этот шаг, вот это вот соединение, вот этот расчет, я вот сколько уроков на YouTube смотрела, все это пропускают как что-то как должное, как будто это должно быть очевидно и понятно, что где ряд кончился, где ряд начался, сколько его там правильно посчитать. Дальше мы вяжем 10 штучек. А 10-я, она считается как кто? Точнее, первая считается как кто? Меня, получается, WikiHow обманула. Так, теперь я пойду работать, потому что прошло уже примерно 1,5 часа, так что пора текать. Ну, я рада, что мы разобрались со сложной частью подсчетов. Приветствую вас на дне номер 3. Значит так, вчера я сделала 10 рядов. Боже, я восхищена тем, как это красиво получается. У меня так красиво никогда не было. Так, теперь у нас входит новая техника. Ну, не техника, здесь надо будет просто в следующем ряду увеличить. Суньте правую спицу под эту штуку спереди назад. Блин, я сейчас методом высокой математики поняла, что я посчитала все неправильно. Ну, в плане, нет, здесь все хорошо. Только я размер выбрала не тот. Я, короче,
Вот здесь вот написаны размеры, и вот здесь вот в этом соответствии здесь нужно было либо накидать 34 первых, либо 36, 38 и все такое. Но я смотрю, я не обратила внимания на вот это, что это вынесено за скобки, но это считается первым размером. И я подумала, что это как будто бы, ну, это вообще не считается, и смотрела чисто на скобки. И чисто по скобкам 38 у меня получается размер S. Но я так и накидала 38, и так и иду. Думаю, сейчас вот мне нужно было перейти к первой картинке. И я смотрю, первая картинка А1, точнее, А2, та, которая мне нужна, там почему-то не то количество, которое, ну, короче. В общем, я не заметила вот это, но теперь, если считать вот это extra small, вот это small, то есть 36, то есть я делаю M все это время. Я не хотела делать M, потому что я не хотела покупать больше пряжи, но теперь, видимо, придется. Вот такая вот тут схема для того, чтобы делать вот этот вот перемену этих цветов. Я все это показывать не буду, но так, чтобы чисто вы поняли, с чем я имею дело. Ну что ж, здравствуйте! Сегодня новый день, и мы начинаем наш первый ряд, где будет смена цветов. Я только что пыталась, кстати, погуглить, как правильно будет на русском смена цветов, и походу так и будет. Видимо, нет для него обычного названия. Слава богу, первый ряд у нас почти полностью состоит из голубого, так что сейчас я довяжу почти до конца, и потом будем пытаться вплести новый цвет. О, боже, я должна была это изнаночной петлей делать. Что же до конца не довязала? Ну, что ты будешь делать? Так, наконец-то у меня осталось на спице 5 последних петелек. Это значит, пора доставать новый розовый цвет. Так, как мы это делаем? Я нашла два видеоурока. Остановилась на одном, который кажется вообще супер понятный. Я оставлю его в описании, если не забуду, напомните мне, пожалуйста. Так, в видеоуроке это все показано с другой стороны, не с той, на которой я сейчас вязала, не с того ряда, не с изнаночного. Поэтому у меня немножко непонятки теперь, как это ввести. В уроке сказали, что нужно сначала ввести этот цвет за одну петлю до того, как мы будем вязать этим цветом, для того, чтобы она просто здесь задержалась. И нужно, значит, положить ее вот как-то так, и теперь вот этой вот провязать, так что она у нас вот здесь вот застряла как бы. Теперь эти два цвета нам нужно 2 раза друг другом перевернуть, переплести точнее, и теперь вот этот вот розовый цвет мы начинаем вязать этим розовым цветом, вот так вот. Теперь просто подтягиваем все, что растянулось. Все, получается, получилось. Сейчас посмотрим, как дальше будет, потому что наверняка я где-то что-то перепутаю и запутаюсь. Получилась дырка. Ее не должно быть. Сейчас там что рассказывали. Какое-то противодырковое... Ага. Так. Вот так. Вообще, получается, в этой технике самое сложное не столько сложно переплетать цвета, сколько сложность в том, чтобы уследить за тем, чтобы все было подтянуто, нигде не было дырок. Так, на этом ряду мы уже начинаем всовывать еще один цвет. Блин, здесь у меня так по той технике получилось, что вот здесь вот кусочек нитки остался, и это, ну, наверняка неправильно. Теперь дырка появляется. Сейчас. Я запуталась, что куда. Так, добро пожаловать в следующий день. Пока что ситуация у нас вот такая вот. Я уже, в принципе, наловчилась. Всего сложного пока что не вижу в этом. Единственная сложность, опять же, в том, что нужно постоянно следить за тем, чтобы все было подтянуто. И еще, чтобы вот эти вот 3 клубка не спутывались друг с другом. Единственное мое опасение теперь в том, чтобы я сделала правильный размер. А так, я думаю, должно все получиться отлично. А, не, все правильно. Черт! Я забыла увеличить на 1 на обратной стороне. Я вязала в одну сторону, я сразу же увеличила. Потом я довязала до конца, я должна была увеличить в конце еще. Как быть?
Не хочу это распускать. Насколько это критично? Моя сейчас большая проблема в том, что я не понимаю, если я, например, увеличу в ряду, на котором я сейчас, это как-то сильно изменит свитер? Если я сделаю так же и в задней стороне, ведь не сильно, не должно же, типа, это прям критично как-то отразиться так, что он косо-криво будет. Или будет? Ёб твою налево. Я все правильно делала до этого. Ненавижу математику. Я начала считать и все испортила. У меня все или не... Сейчас. Не, ну я с чего-то же это начала. Почему-то же я так подумала, что неправильно, потому что у меня 9 здесь не получается. Ну и рядов у меня в сумме это тоже неправильное количество. Где-то я что-то неправильно сделала, только где? Фух. Все, вроде бы все пока иду правильно, ровно, четко. Надеюсь, то, что я немножко увеличила, не совсем в нужной области, никак на результате все-таки не отразится. Но это мы, конечно, узнаем, когда я все это дело довяжу. Приветствую в новом дне. Сегодня мы с вами продолжаем. Тут ничего интересного прям совсем не будет. Чисто дальше доделываем то, что у нас тут начато было. Теперь у нас осталось... У нас синий будет только с этой стороны, здесь синий закончился наконец-то, потому что у меня здесь уже супер длинная полоска. Я знаю, что так говорят, лучше не делать, вроде бы, лучше разделять здесь клубок и здесь клубок отдельный, но здесь быстро закончилось, поэтому я не хотела еще, короче, отделять как-то нитку. Добро пожаловать в новый вязальный день. Мы уже на финишной прямой. Вчера меня, кстати, ожидала большая подстава. Смотрите, что они опять связали 2 нитки вместе. Я вот это что, теперь должна это обрезать, снова как-то вставлять эту нитку? Просто для меня это всегда страшный процесс, потому что я очень боюсь что-то не так сделать. А вдруг мне повезет, и получится так, что я свяжу так, что она действительно будет внутри, она мне мешать не будет. Блин, вот менять цвета, это, конечно, напряжно и страшно, но в то же время это очень интересно, потому что ты каждый раз, ну, каждый небольшой отрезок времени ты начинаешь вязать новым цветом, и это какая-то смена хотя бы чего-то в этом деле. А когда такой вот огромный блок вот такого вот чисто кремового цвета, становится, знаете ли, скучновато. Ура! Четко, просто четче и не придумаешь. Ровно сзади стал, вам ничего, наверное, не видно, ну ладно. Поверьте мне на слово, стало как влитое. Достаем новый цвет. Знаете что? Сейчас пока что мне даже кажется, что, возможно, мне вот этих вот 2 клубков всех хватит. Хотя по классике мне не хватит прям от столечка, и придется покупать еще, но... Я забыла здесь перекинуть нитку на нитку, и у меня получилась дырка. Так, я вот без камеры довязала вот эту вот часть с этими светлыми цветами, и теперь я дошла до части, где нужно оставить вырез для горла. Я вспомнила, кстати, как называется, есть лицевая и изнаночная, наконец-то. В общем, я сейчас, значит, делаю 10 лицевых петель. Так, теперь я должна следующие петли, часть петель центральных, судя по переводчику, спустить или закрыть петли. В общем, вот такой вот у нас перед получился. Таким же образом я теперь начну вязать заднюю сторону.
извиняюсь за такое освещение, но произошла, значит, следующая ситуация. Я довязала перед и зад, и у меня хватило нитки прям тютелька в тютельку. Я даже один ряд на рукаве не довязала, потому что нитка кончилась, но вот у меня не было больше. Я думаю, ладно, один ряд, в принципе, не особо будет заметно, так что так. И я думаю, класс, как же мне повезло, как же здорово все получилось. А потом я ночью лежу как-то и думаю, так, что мне дальше надо будет сделать? А дальше надо будет связать эти все части друг с другом. И тут-то я поняла, что ниток у меня 0 пряжи осталось для того, чтобы это дело связать. Но это-то еще ладно, мне пришлось потратить еще дополнительных 18 фунтов, что примерно 2000 рублей, на то, чтобы дозаказать еще 3 цвета, у меня остались желтый и розовый еще. Ну, я, значит, думаю, так, какие мне цвета надо, как это все соединить, и я, значит, думаю, приложу-ка я вот этот вот перед и зад друг к другу. А боже, я рукавами машу, это не то, что я хочу показать. Что вы думаете? Произошло. У меня и совпадают цвета. Вот это вот одна сторона, это значит другая сторона. И если я переверну, скажем, вот это, то тогда здесь цвета все совпадут. Методом пробы и ошибок я поняла, что, оказывается, нужно смотреть. Ну, я просто никогда не вязала до этого что-то с узором, у меня все было просто, ну, там цвет какой попался бы, такой попался, и меня бы эта картинку никак не поменяла. А теперь я вязала это конкретным узором, где нужно было, чтобы цвета совпали, проблемка назрела. Но на следующий раз я уже такую ошибку не повторю, конечно. В общем, что, я сейчас всю спину эту буду распускать и перевязывать ее заново, но только вот отразив. Я так радовалась, что я уже все закончила. Мне так хотелось побыстрее уже все это дело связать и померить. Ну ничего, придется еще парочку дней на это потратить. Все равно, пока я заказала нитки, мне как раз еще дня 3-4 ждать, пока они придут. Я все равно не смогу это связать, так что будет чем заняться. Так, приветики. Вот у меня все составляющие готовы. Значит, что нам сейчас нужно сделать? Связать спину и перед, делать шею. Так, один есть. У меня есть подозрение, что у меня просто будет вот так вот вверх стоять. Будет ужасно некрасиво. Ну, как я и говорила, верх у меня торчит, как вообще, я не знаю что. Он, во-первых, слишком высокий, он не должен быть таким, но здесь 5 рядов. Я не знаю, почему у меня так получилось. Что теперь с этим делать? Я, наверное, распущу ряда 3 верхних. Итак, наш финальный результат. Сейчас здесь плохо еще видно, я сейчас выйду на улицу, покажу его подробнее и при лучшем освещении. Но из плюсов, он у меня налез. Шея выглядит здорово, отлично, ничего не торчит вот так прямоугольно, как я боялась. Цвета сочетания хорошие, на углах все сошлось, все. Ну, тут чуть-чуть не сошлось, но это не критично, я думаю. Из минусов. Вот тут вот чуть-чуть оно у меня как-то почему-то черным как будто просвечивается. Наверное, здесь недостаточно туго связала или что. Второе, это то, что пряжа вот здесь вот, например, мне хотелось бы, чтобы она была более пастельная, потому что она немножко более коричневая, чем хотелось бы вот в этом вот пастельном ансамбле. Но в целом, если так вот не придавать особо значения вот этим маленьким штуковинам, вроде бы хорошо. Но это вы мне уже напишите, как вам там сбоку, потому что мне вроде бы нравится. Мне кажется, это будет единственная моя вещь, которую я сама сделала, которую я реально буду носить.
Все, спасибо большое, что вы смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся с вами в следующем. Пока.